Приветствую, земляне! У микрофона Планета, а это новый ролик по игре Watcher of Realms. А в данном ролике подготовил для вас проходки испытания Матерь Греха в ритуалах Авангарда, а именно событию, посвященному 3-летию игры. Покажу вам эпическое прохождение, какой пачкой закрыл я последнего босса и на какие аффиксы. Ну и с вами порассуждаем о сложности и какие еще могут быть варианты закрытия данного события. Подписывайся на канал, ставь лайкос прямого, начинаем после небольшой рекламы. Эй ты! Да-да, именно ты! До сих пор не знаешь, как задонатить в игру или пополнить Steam быстро и выгодно? Сегодня это не проблема, ведь есть Donatов.net. Подписка на сервисы, изобилие популярных игр, все собрано на одном сайте по самым лучшим ценам. Ты можешь быть уверен в выгоде операции, ведь она дешевле, чем в самой игре. Наш любимый Watcher of Realms не исключение. Больше не нужно передавать свои личные данные, для пополнения достаточно только ваш ID. На сайте расписана подробная инструкция для пополнения вашего аккаунта. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон со скидкой на первую покупку. Земляне, у Donatов.net можно принять участие в бесплатных ежедневных раздачах. Лутайте декоины и сразу пополняйте любимые игры. В ритуалах Авангарда у нас вот есть испытание Матерь Греха, но чтобы вернуться на этапы, мы вот нажимаем стрелочку и, как вы видите, пройдены вот этапы. У нас получается есть 7 обычных этапов и 3 сложных. Я покажу все проходки. В некоторых случаях буду появляться к вам с комментариями прохождения. Ну а так в целом просто присаживайтесь и под музычку повторяйте. Потом думаю, какая нафиг музычка? Надо же объяснять вообще, что происходит. В общем, А1. У нас, как вы видите, вот такая вот карта. Давайте смотреть. Вот такой вот у нас сетап. Не знаю, что-то оно мне так быстро улетело. Давайте сейчас покажу вам. Вот, пожалуйста, такие вот герои. Здесь у меня эпический герой Лорд Элизия, который раздают новичкам по промокоду. Эпический герой Мари, Маул, Вортекс, Холлоу. Также есть Лорд Странников Элиза. Элизия и Элиза, да? Странно чего. Эдрилька, Лили, Бриенна и Ливиан, то есть танк. В общем, смотрите, какая у нас здесь концепция. Если у вас есть, ну, куда более интересные герои, да, там легендарные особенно. Здесь у нас не работают шмотки, но достаточно хорошо работают пробуды. Поэтому, если у вас хорошо пробужденные эпики, можно и эпиками удобно. Берите легендарок, не парьтесь. Здесь эпическое прохождение для особо вообще, ну, у кого вообще ничего нету, ну, вряд ли. Игра в Watcher of Realms, это чисто про легендарки игра. Но погнали посмотрим эпиков. Вот, пожалуйста, выставляем Элизию, поворачиваем ее мордой вниз, чтобы она еще помогала нам убивать мобов снизу. Так вот, еще здесь вот в этом событии очень сильно бесят вот эти вот диалоги, которые вот просто из-за них ничего не видно. Ставим Ливиан снизу и на одну плиточку дальше вот от самой Элизии, видите, чтобы она могла дамажить волков, которые идут к Ливиан. Потому что если Ливиан поставить вот сюда, то Элизия дамажить не будет, только с ульты. Дальше у нас вылетают летучие мыши. И мы расставляемся, вот здесь вот ставим Эдриль, и здесь ставим Брену. Короче, ставим 2 стрелков по бокам, и можем еще взять героя контроля, который будет давать замедло. Вот, пожалуйста, все, дали замедло. Все, здесь такая ситуация есть. Если у вас есть, изначально скажу спойлер, если у вас есть танк по имени Рокс, его можно уже прям здесь сюда вот брать. Когда выйдет у нас здесь босс, поставить под босса, а Рокс его убьет сам вообще. Здесь Рокс просто какая-то звезда. Я в шоке был от того, что он тут чудит, если честно. В общем, смотрите, какая ситуация. Поехали. Вот, выходит у нас вот этот вот, я даже не знаю, Гикарим. Ну, короче, кентавр какой-то, да. Вот, все, поехали. Мы здесь расставляемся. Если рядом с ним ставится, то он будет взрывать вам героев. Но мы этого не хотим, нам в этом нету смысла. Мы вон поубирали всех героев и просто дамажим его. Видите, у него есть таймер. Здесь его можно заблочить каким-то танком, вот условно говоря, можно поставить вот сюда Рокса. Здесь снизу какого-нибудь хила поставить ему и все, он сам будет босса убивать спокойно. Здесь же у нас босс идет, сейчас он пойдет дальше. Я выставляю Бриену, чтобы уже его встречать. У нас сейчас уже будет готова Ливиан, и я Ливиан его вот тут запру, потому что он, видите, начинает бежать. Но его спокойно, его вот этот разгон замедляет Маул, и вы видите, никаких проблем нету. Вот он нам оглушил нашего танка, но танк все уже вышел из стана, ну и все. В общем,
Достаточно несложный босс. Здесь потом у нас будет диалог и как будто бы все. Итак, следующий этап, этап А2. Сетапчик абсолютно такой же. Сразу говорю еще раз, если у вас есть Рокс и он на 5-й пробуде, это танк, так как у него на 5-й пробуде есть возврат 200% урона, это очень сильно. Здесь Рокс играет очень круто, но только на 5-й пробуде. Без 5-й пробуды, к сожалению, так не получится. Ладно, смотрим. Ставим танка изначально, потому что нам здесь нужно 3 блока, идет 3 червячка. Выставляем Кайнана, разворачиваем рожей влево. Дальше я ставлю Мари. Маришка у нас здесь контролит, замедляет. Дальше у нас здесь будут лететь летуны, поэтому, ну, и можно поставить Бриену вот так вот, либо лучника, можно развернуть ее вправо. То есть не ошибка. Также выставляем здесь и дриль. Ну, тут видите, у нас пошли вот эти вот червячки. Не сильно страшные, они прям уж. Все, вот убиваем. Эти червячки у нас распадаются на маленьких червячков на 3 штуки. Поэтому это достаточно бесячие мобы. Они вас очень сильно задолбают по ходу прохождения. Все, дальше. На первых этапах не страшно, а потом под конец заблокировать всех вот этих вот червячков. Это то еще искусство. Дальше я убираю, видите, Марис, ставлю хила, чтобы у нас летучие мыши не убили хилов, ой, стрелков. Дальше все, здесь вроде бы, ну, ничего страшного, видите, справляемся, как будто бы ничего страшного не происходит. Поставил Маула на подстраховку, потому что он на Ливиан уже сидит. Вот этот вот чел, который спамит еще одних челов. Ну и все, развалили. В общем, в принципе, А2 достаточно несложный, наверное, даже проще, чем А1. Easy. Итак, следующий этап, это у нас AN1 или AH1, кто как назовет. Короче, погнали, это усложненная версия А2. Смотрим, сетап абсолютно такой же, ничего не менял, паттерн выставления также идентичный. То есть мы сначала выставляем танка, какой у вас там есть. Ну, можете поставить какого-нибудь супер жесткого бойца, который будет дамажить. Но здесь нужны блоки, потому что у нас здесь будут выходить вот эти вот черви, которые распадаются на вот таких вот червячков. И это очень сильно дико бесит. Все, поставили Кайнана. Здесь я его решил поставить вот таким вот образом. Повернул вправо. Кайнан есть у всех. Этот герой дается в помощь именно в этих этапах. Поэтому не надо писать, что у меня нет Кайнана, что мне делать. Он у вас здесь должен быть. Дальше выставляем 2 стрелков, поворачиваем вправо. Как вот здесь вот у меня есть. После этого я также выставляю еще одного стрелка. И тоже лицом вниз вот его ставлю, чтобы он дамажил именно вот этот портал. Также, как вы видите, у нас вот уже пошли мобы, которые распадаются еще на одних мобов. И Кайнаном мы ультуем только тогда, когда они распались. Чтобы, видите, вот я ультую, и он их сейчас бах, взорвет. Потому что иначе, ну, не получится. Вот у меня несколько раз я таким сетапом проходил, у меня пробегали вот эти червячки. Дальше выставляю лучника с инвизом здесь. Ну, в принципе, можете поставить сильного лучника, и чтобы сразу же стрелял вылетающих. Как вы видите, вон уже пошло сколько червяков. Они вот достаточно неплохо так вышли на Элизу. Маул там стоит без хила, живет. И вот Элизой мы добиваем летуна. Достаточно незамудренная проходка, тоже ничего сложного. Сейчас покажу, кто здесь MVP, кто что сделал. Ну и будем переходить к следующему этапу. Здесь вот видите Элизия, Кайнан там, в общем, все как надо. Итак, уже А3, давайте смотреть. Скоро у нас будет формат листа А4. В общем, здесь тоже вообще незамудренная проходка. И опять же, повторюсь, здесь я уже взял Рокса. Сейчас вы посмотрите, как Рокс тут работает. Если же у вас Рокса нет, ничего страшного, берите кого-то другого. Просто вам к Роксу тогда нужен будет полноценный дамагер. Потому что сам Рокс выступает дамагом. Посмотрите, вот вы его выставляете, и моб сам себя разбивает. Видите, бах, разбил себя. Вообще просто это чит. Это какой-то чит-код просто. Даже какие-то легендарки будут по сравнению с Роксом уступать очень сильно. Дальше мы вот там выставляемся танк. Вот у нас здесь это Ливиан. И за спину ей кидаем Кайнана. Здесь у нас, видите, погнали вот эти вот червяки, которые расстраиваются. Но они тут, видите, не расстроились. А, вот он идет только. Это еще не расстраиваются. Ну, нормально. Этот один выходит, ничего страшного. Дальше мы вот расставляемся, ставим хила и выставляем лучника. Я выставляю инвизного, чтобы Элиза расстреляла хотя бы кого-то. Кайнан также у нас бьет воздух, поэтому он периодически будет цеплять и вот этот вот летающий юнит.
Дальше, видите, здесь, в принципе, никаких проблем нету. Я выставляю и дриль, также поворачиваю ее рожей вниз, потому что мобы летят, летуны летят в этот кристалл, именно вот в этот. Ну и тут Кайнан уже, в принципе, сам разбирается. Дальше я убираю Элизу, потому что, ну, когда она не в инвизе, ну, она слабенькая. И ставлю Бриену. Все, здесь никаких проблем вообще нету. Блоков у нас предостаточно. Здесь самые максимальные блоки нужны вот тут, потому что у нас выходят вот эти вот мобы, которые распадаются. Также у нас здесь есть Мари, которая будет контролировать, если кто-то вдруг захочет там за спину зайти, то мы этого не позволим с помощью ультимативной способности. Все, всех развалили. Здесь у нас сейчас, видите, 3 червячка развалилось. Вообще никаких проблем. Вылетают 4 летуна. Бриена с Идрилькой вообще не дадут им ни шанса. Все, убиваем. А здесь у нас получается Кайнан плюс Мари также. Все тоже абсолютно все легко. Ничего страшного. Если, в принципе, знать функционал эпиков, спокойно все делается. Давайте посмотрим, какие у нас здесь характеристики урона. Как вы видите, Кайнан топ дэмэдж, даже Рокс что-то надамажил. Поэтому летим к А4. Итак, поехали. А4. Тоже сетап пока что не меняю, потому что в некоторых случаях я его буду менять, потому что там уже нам нужны будут какие-то монетки, какие-нибудь быстрые выставления. Здесь я вот выставляю Элизу, потому что у нас сейчас отсюда пойдет летун. Все, мы поставили Элизу, выставляем сюда Рокса. Сейчас Элиза убьет этого летуна, сразу же ее убираем. Потому что она, во-первых, очень быстро восстанавливается. И плюсом она сразу же, ну, когда у нее заканчивается там срок действия ультимативной способности, якобы она выходит из инвиза. И вот эти вот летающие суккубы, они очень сильно бьют. Поэтому лучше, чтобы Лиза была в инвизе. И все. Дальше мы поставили Ливиан снизу. Тут приставили к ней Кайнана. Здесь у нас вот идет, видите, 3 вот этих вот 4-руких чела. И достаточно Кайнан их быстренько убивает. Все, добиваем. Также ставлю и дриль. Пошла опять у нас еще одна суккубша. Мы ее убиваем спокойненько. Все, добиваем и также убираем Элизу. Все, и повторяем так до посинения. Ну, в принципе, до того, как закончится у нас этап. Также у меня здесь вам не видно, есть молнии. То есть молнии Элизии мы применяем там, когда нам нужно добавить дамага. Как видите, у нас снова здесь пошли червячки, которые будут распадаться на маленьких червячков. Все, снова полетела у нас суккубша. И выставляем Элизу, убиваем ее. Здесь сейчас после суккубши у нас еще полетят, видите, летуны. Но Элиза после того, как убивает цель, очень быстро стреляет и очень быстро убивает. Все, убили летунов, убрали. Я ее здесь почему-то не захотел убирать. Не, убрал, все. Но, тем не менее, у нас сейчас остается, получается, здесь у нас 3 моба, да? 2 моба было. Все, 19 из 27. Как видите, здесь я уже не успею выставить Элизу. Но Идрилька хотя бы одну из этих суккубш убьет. Сразу скажу, суккубы стреляют очень больно. То есть нужно, чтобы кто-то вот здесь вот как-то ее убивал. Иначе, ну, грустно будет. Элиза есть у всех. Она выдается за за второй день в игре. Вообще никаких проблем у вас не должно быть с получением данного героя. Ну и все, здесь, видите, убили мы червячков. Все спокойненько прошло. 26 из 27. Добиваем и спокойно кайфуем. Сейчас посмотрим на характеристики урона, кто сколько нанес, чтобы вы, ну, понимали, кто какую функцию выполняет. И здесь вот как раз-таки уже Элиза достаточно хорошую роль исполняет, убивает этих суккубш, и тогда у вас никаких проблем с ними не будет. Ну, вообще в целом с проходкой. Следующий уровень — это сложный уровень А4, он же АН2 или H2. О, не хватает приставки, да, я сегодня прям каламбурщик. В общем, здесь у нас уже нужна нам будет волка. Почему? Чтобы быстрее у нас откатывалась Элиза. Но сразу скажу, когда прошел, понял, что волка в принципе не обязательно. Объясню почему. То есть просто нужна немножечко другая расстановка, нежели была на А4. То есть видите, здесь уже вылетает 2 суккуба, и я здесь поставил Рокса уже вниз, но ближе. То есть не на вот эту плитку, а вот сюда. То есть Элиза, в принципе, ей хватает, ну, если она у вас будет там на 5-й пробуде, ей должно хватать на вот этот НА2, достаточно, чтобы убивать мобов вот летающих. Дальше Ливиан сверху выставляем, червяков ловим. У нас снизу идут мобы 4-рукие.
Все, пока что червяки вот эти обычные, которые не распадаются, они никакой опасности вообще не представляют. Все, смотрим дальше. Вот это единственное, бесит очень сильно вот эти миссы по ним. Как вы видите, я Элизу не убрал, и урона, видите, у нее не очень. То есть выставил Лили, чтобы подхиливала. Все, вроде бы как будто бы дамажит, да, но видите, ну как будто бы слабенько очень бьет. Все, Элиза пошла стрелять двойным ударом. Чуть-чуть не хватило нам на суккубшу, она полетела. Я здесь пытаюсь перемастерить Маула. Дальше, все, видите, прожал молнии, убили суккубшу. И у нас уже идут вот эти вот червяки, которые распадаются. Здесь я уже выставляю Маула, чтобы он помогал дамажить вот этих вот распадающихся червяков. Все, здесь у нас, видите, мы ультуем Кайнаном и достаточно неплохо так дамажим. И плюс ультуем Роксом, потому что Рокс в ульте получает плюс блок. Ну, как вы видите, здесь уже Эдрилька должна справляться. В принципе, Маул помогает, замедляет. Если что, у нас есть определенное количество героев для того, чтобы помогать, если вдруг у нас где-то будет захлеб. Плюсом ультую Маулом, замедляю. Видите, червяков идет много. Идут и обычные, и те, кто распадаются. Здесь вот у нас уже полетела одна летучая мышь, но здесь ее Элиза не отпускает. Дальше у нас здесь внизу один моб пойдет дальше. И я здесь принимаю решение убрать одного из героев. Ну, это сейчас увидите, короче. Вот, видите, пошли распадаться червяки. Все, здесь уже тоже червячок прошел, распадается. Элизу убираю, выставляю волку или какого-то другого бойца, который у вас есть. И все, в принципе, нормально. Но сам по себе, да, этапчик такой душный именно в плане понимания. С первого раза заходишь, не сразу понятно, что делать. Вот эти вот мобы реально бесят больше всего. Распадаются на червяков, забивают блоки, и это просто тьма и ужас. То есть вам минимум 3 блока нужно, потому что они распадаются на 3 моба, и какой-то боец без 3 блоков, ну, этого просто не заблочит. Ну и все тут, в принципе, закрываем, никаких проблем не испытываем. Но по аналогии с А4 пройти этот этап уже не получится. Ну, именно в данных проходках. Как вы видите, Рокс топ урон, потому что он очень много танчил и очень много возвращал. И Дрилька, Маул и Кайнан. Земляне, также вашему вниманию юбилейные наборы июля в честь годовщины игры на Смайлване, Кодашопе и донатов нет. Как вы видите, у нас здесь есть представленные наборы. На Кодашопе вот они в таком формате, на Смайлване они вот в таком формате. На Смайлване вы просто их не увидите, если не заполните ваш сервер и ID. Единственное, что по поводу Смайлвана, здесь они убрали почему-то оплату через карточки всемирные, поэтому эта проблема полностью отсутствует в Кодашопе. Если не сможешь пополнить на Смайлване, то, пожалуйста, в Кодашоп. Естественно, у кого доступен только донатов нет, вот, пожалуйста, все ссылочки для доната с любого региона в описании, пользуйтесь. Давайте теперь же пообщаемся по поводу выгодности этих наборов. Если говорить о вот этих вот Mega Mixed Summoned Bundle, вот эти вот, которые, видите, такие достаточно немаленькие деньги, да, стоят, и здесь вот большие по 500 баксов, здесь выгода минимальная, вы тут сэкономите, ну, максимум 1000-1500 в золото, даже, может быть, 2 максимум с вот этого всего. Те наборы, которые буду покупать я, почему? Потому что они выгодные. Это вот набор у нас за 44.99 Anniversary Ancient Summoning Bundle, потому что у нас здесь есть 15 древних, если мы посчитаем, это $3 за древних, а самые выгодные наборы в игре это $3 за один древний. Хорошо, дальше. Anniversary Rare Summoning Bundle, то есть это у нас просто редкие кристаллы призыва, 20 штук синих. И вот они стоят 18 баксов, это тоже достаточно выгодное предложение. По поводу вот этой месячной карты, где у вас сразу же все вместе, здесь мы считали на стриме, выгода где-то около 500 вы золота вы экономите, поэтому смотрите сами. Если вы вот эти карточки не покупаете на призывы, на алмазы и на энергию, то в принципе особо вы тут чего-то жесткого не сэкономите. Поэтому, если не хватает куточек, если не хватает V-голды для годовщины, чтобы скинчиков себе там притарить, либо же купить себе осколков к Изабель и Кайнану, то милости просим. Смайлван, Кодашоп и донатов нет. Пожалуйста. Следующий этап, вот у меня сверху написано А5. Давайте смотреть, какие у нас здесь герои. Закрыл таким же сетапом, вот как и предыдущий. Здесь вот добавил Алага, волку не стал брать. Давайте загружаться в бой, смотреть, что происходит.
Здесь у нас уже будет ситуация такая, что у нас на поле боя тут будет летать вот так вот по всем рядам огонь. Этот огонь как доджится. К примеру, вот видите, у меня стоит спереди танк, за ним Кайнен. То есть по этой линии огня здесь пойдет у нас, ну, огонь будет дамажить только Рокса, а Кайнен будет закрыт, потому что Рокс вместо него примет на себя этот огонь. Видите, вот выходит Изабель. Сейчас она сделает что-то там, вот волю Эфрита призовет, и начинается. Видите, то есть Рокс получает дамаг, Кайнен за ним не получает. Дальше выходят вот эти вот бесноватые тлеющие герцоги. Это просто я их за руку держал, если честно. Их обязательно нужно чем-то как-то дамажить, потому что они бьют по вот этой воле Эфрита и очень сильно накладывают эффект поджога и дамажат. Ну просто очень страшно дамажат, и их нужно реально убивать. То есть сейчас вы увидите, вот он пойдет и начнет лучом таким присасываться к танку, ну кого будет видеть с поджогом. Вот видите, присасывается. Здесь я ему накинул стан с лидерки судей. То есть если у вас есть Орин или есть у вас Претус, обязательно обусьте их врожденную способность, да, фракции, чтобы убивать вот этих вот ублюдков или хотя бы сбивать им анимации каста. Потому что они очень сильно бесят. Так, пока рассказывал, расстановка. Видите, у нас здесь танк, сзади боец, тактик, кто у вас есть. Потом снизу также ставим танка, закрываем его целителем. Здесь все это также закрываем целителем. Если у вас есть Лили под странниками, ставите ее, она дотягивается. Ну и тут у нас получается здесь вот какой-то стрелок. Именно странник, чтобы у него рейнджа была дополнительная. Ставим еще дополнительного хила, чтобы не умер этот стрелок. И снизу также кидаем какого-нибудь дамагера. Ну, Маул мне здесь не понравился, я его тут уберу. Ну и все, спокойно смотрите, Ядрилька убивает этого чела. Слава богу, он здесь выходит и еще несколько секунд тупит. Потому что если бы он шел сразу и кидал свой поджог, то это было бы достаточно так больно. И вот как вы видите, пошел уже вот червячок, миссы пошли. Но повезло, попало, добило. Я уже принимаю решение, надо убирать, короче, ставлю Элизу вместо Маула. И важная ремарка по поводу вот этого огромного чувака. Вот он, когда умирает, он еще распадается также на червяков. Я не знаю, я не помню, тут по-моему, было это или нет, но он после смерти, да, превращается опять так же. Вот с него повыпадают, видите, червяки. Только с него выпадают, знаете, какие червяки? Которые распадаются еще на 3 червяка. То есть, получается, это матрешка. То есть, у нас в этом большом 2 маленьких, в которых еще по 3 вообще миленьких, маленьких. Вот и все. Мы здесь поубивали. И теперь дамажим. Видите, я перелетаю сюда вот Кайненом, разваливаю, помогаю и добиваю. Все. Вроде бы ничего сложного, но уже чуть-чуть душнее, чем было до этого. Но, тем не менее, все-таки опять проходится вот таким вот сетапом. Вообще просто фулл фиолетовые, да, иконки. Ни одной легендарки. Здесь у нас опять Рокс, Элиза и Ядрилька тоже свою лепту внесла. Ну что, мы уже плавненько подходим к концу. А6. Давайте смотреть, что у нас здесь происходит с А6. Здесь также сетап не меняется. Здесь также будет воля Эфрита, будем отыгрывать от нее тоже. Но вот тут как раз вы сейчас убедитесь в том, насколько сильно бесят вот эти вот герцоги, которые выходят и накладывают поджог. Ну вот просто нереально. Вот выставляем Рокса, также выставляем Лили. Ну она просто, видите, по рейнже дотягивается до него, почему нет. Дальше Рокс спокойно будет дамажить сам вот этих вот четырехруких. Я здесь выставляю Алага и ставлю ему в помощь Кайнена. Прожимаю молнии. Сейчас у нас должны натикать деньги. И я выставлю, сразу же выставляю целителя. То есть, видите, вот выставился, все, Вортекс хилит. Алак перестал получать урон от поджога. Супер большая матрешка пошла. Ну и здесь, в принципе, никаких проблем нет. Также за Кайнена ставлю еще одного целителя, потому что Кайнен на себя берет поджог. И как раз таки целитель спокойно может стоять, хилить его и на себя не отвлекаться. Все, здесь у нас плюс-минус мобы погибают. Выставляю Элизию и поворачиваю ее лицом на Кайнена. Все, мы здесь уже все точки заблокировали. Матрешка у нас идет. Матрешка плюсом, когда стоит вокруг, наши герои начинают постепенно терять ярость. Если есть возможность ультануть, ультите до того, как матрешка подходит, чтобы она вам не сожгла ярость и
потом можете не успеть. А здесь ультимативные способности иногда даже важны. Вот видите, у нас распадались вот эти червяки, и у нас было время как раз таки ультануть, а Элизия во время ульты очень сильно дамажит, и там, ну, ничего не пройдет. Видите, вот у нас уже идет вот этот герцог, он начинает фокусить и дрильку, и очень сильно фокусит ее, да. То есть все, она, слава богу, ее убила, я ее убираю, чтобы она, ну, она не отвлекала Лили, потому что Лилишке нужно еще держать как будто бы Рокса. Ну и здесь я плюсом еще в догонку ставлю Маула, чтобы вдруг там, если какой-то червь с матрешки захочет просочиться, потому что у нас здесь блоков немного, да, всего лишь 4. И у них это не получилось, потому что либо замедление, плюсом Маул еще дамажит, плюсом у Маула еще будет акула. Вот, все, видите, пошли мобы, я прожимаю Элизию, она всех повзрывала. Все, достаточно быстренько всех поубивали, красота. Кайна нам тоже ультуем, потому что, в принципе, достаточно долго он в этой ульте может находиться. Все, у нас вот подходят черви. Маула сразу же не прожимаем. Видите, я убрал Рокса, мы уже, кстати, прошли. Да, я пока объяснял, даже не понял, сколько мобов осталось. Все, червяки вот эти распадаются. Сейчас Маулом их назад заталкиваем, чтобы они не проходили, не пробегали. Ну и, в принципе, все. Этот этап пройден. Тоже, в принципе, без проблем. Но вот очень дико бесят вот эти вот распадашки и герцоги. Ну, а так, в принципе, нормально. Элизия, Кайнан, Рокс, топ-дамагеры. Все как всегда. Ну и теперь самое веселенькое. N3. Давайте смотреть. Заходим в этап. Вот такая вот у нас пачка. У нас здесь странники. У нас тут Лиам. Я еще беру Нисандею. А снизу у нас уже будут северяне. Тут у меня Изольда. Также Рокс под лидеркой. Вортекс. Танк Алаг и Долин Монетчица, потому что здесь монетчики нужны конкретно в этой проходке. Ну, потому что, честно говоря, без легендарок, без монет, ну, у нас нету просто единиц, которые могут вообще что-то здесь вывозить. Ой, дурак! Вот, да, что-то я не в тот уровень зашел. Да, давайте, это запись, я молодец, конечно. Вот, смотрим, какая здесь ситуация. Тут у нас карта такая же, как и была на предыдущем уровне, несложном. Но тут он выходит червь, и у нас здесь сразу же будут выходить отсюда эти герцоги по 2 штуки наверх и вниз. И это просто труба. Выставляем здесь долинку, закрываем ее лилишкой и снизу же ставим танка, какого-нибудь танка с неуязом. То есть Рокс идеальный вариант, потому что у Рокса неуяз имеет откат. И то есть если у вас его прокнули, то через время у него будет опять неуязвимость. Если вы возьмете какого-нибудь барона, это может не получиться. Потому что конкретно в данной проходке, герои должны быть с эффектами, которые вот есть у этих. К примеру, если мы берем Рокса, да, то вообще вам не стоит переживать. Вы там можете поставить какого-то другого хила. Но если у вас нету Рокса, то вам нужно ставить какого-нибудь танка тоже с... по типу Мальвиры, да, легендарная героиня Мальвира, у нее тоже неуязвимость, имеет кулдаун, поэтому можно поставить и ее, ну, честно сказать, просто, ну, Рокс, наверное, есть у многих, только у новичков нету, но здесь, блин, и новичкам трудновато будет эпиками закрывать, потому что здесь у меня все эпики на 5-х пробудах, и без 5-х пробуд некоторые герои у вас не будут так дамажить и жить так же, ну, не будут, так как здесь. Ладно, давайте смотреть, но в целом главное понять концепцию. То есть мы вот тут расставляемся, как вы видите. Я поставил здесь танка, закрыл его хилом, и Элиза у меня убивает в инвизе вот этих вот огнеметчиков. Потому что если их не убивать, у вас танк просто скиснет. Все, вот смотрите, я его убиваю. Видите, дамажит она его, пока там Изольда нормально держится. Но если не убивать, это пипец. Вот смотрите, снизу идут 2 вот этих герцога, и они, ну, просто сжигают Кайнана. Сейчас они сожгут Кайнана после того, как пассивка сработает Лилишки, а после этого сожгут, ну, будут пытаться сжечь камня. Все, здесь лучше дождаться было, видите, кстати, нормально, да, дождался. Герцог кидает луч на танка, и я выставляю Лиама, и Лиамчик сейчас с нейротоксина убьет вот этого герцога, ну, дотикает его, да. Дальше, все, сейчас этот герцог будет подходить, Лиама можно будет убрать, но я его убираю уже после того, как герцог умрет. И плюсом, видите, он нейротоксином заплевал
эту матрешку. И сейчас, после того, как закончится у него ультимативная способность, можно убрать Лиама. Но я его не убираю. Видимо, что-то знаю. В общем, также, видите, все, он заплевывает едами. Сейчас, в принципе, Лиама убьют уже вот эти вот поджоги. Я его убираю, чтобы не потерять золото. Выставляю Элизу сверху, чтобы она убивала вот этих вот герцогов. А здесь мы будем надеяться на то, что у вас очень бодрый танк. Все, видите, выпали вот эти вот червяки. Также проблема в чем? Еще Рокс не возвращает урон, пока не будет блокировать. И вот как раз таки герцогам на это пофиг, а так бы герцоги сами себя убивали и было бы с кайфом. Ультую Алагом. Все, здесь у нас Элиза еще плюсом добивает червячков, чтобы они нам не мешали. Рокс ультуем по КД, ультуем Холлоу, заливаем Ярку, ультуем камнем, чтобы он просто не умер. Плюсом у него в ульте дополнительный блок, я вам напоминаю. Ну и все, в принципе, вот видите, уже 30 из 45 мобов я убираю, выставляю Кайнана, потому что герцоги уже присосались к камушку. Но здесь все равно достаточно, посмотрите, как жестко. Ну это ну просто, этот этап очень такой лютый. Я сначала попробовал в центре вот тут так ловить, у меня просто герои не жили. Но здесь плюс-минус уже, как вы видите, приловчился. Сейчас ничего страшного, Кайнан у нас поживет. Но это ему не поможет. Дальше я выставляю Лиама, чтобы помогал убивать вот тут герцогов. Тут у нас Рокс умрет. Но когда он умрет, я смогу его... Ну, я вместо него там выставлю героя. Видите, я ставлю Алага. У нас очень вовремя сработала защита севера. Все, Рокс умер. Ничего, на самом деле, пока что страшного. Потому что Алаг стоит. Алаг стена. Все, здесь у нас уже пошли эти... герцоги снова. Я выставляю долинку, чтобы просто она постояла и половила на себя вот этот эфрит, да, чтобы Алаг у нас пожил чуть-чуть, потому что если Алаг будет получать еще урон от поджога, то это будет очень грустно. Все, в принципе, никаких проблем, ничего страшного. Дальше хилимся. Сейчас я поставлю Кайнана. Кайнан будет убивать вот этого вот герцога и плюсом матрешку. Тут у нас, как вы видите, герцога убивает уже сама Изольда. Все, проблем с этим нету. Убили. Дальше поменяли, да, расстановку сил. Рокса поставили, чтобы он разбивал как раз таки мобов. И Кайнана развернул я вверх, потому что, видите, Рокс как стоит. Сейчас будут распадаться маленькие матрешки. И моб какой-то из них может попытаться побежать, видите, к кристаллу. А у нас одна попытка. И как раз таки Кайнан не даст этого сделать. То есть, если вот так вот у вас будет получаться, то вы пройдете. Но я надеюсь, у вас будет проще сетап, потому что у вас хотя бы должны уже быть легендарки. Потому что эпиками это вообще тю-тю проходить. Ну и вот характеристики урона. Посмотрите, как жестко камнем по лицу прилетает каждому мобу на этой карте. Как бы камушек просто бести. Ну что, земляне, финалим последний этап. 7-й воплощение дьявола. Сетап вы увидели. Я тут, единственное, что я тут поменял, я вместо Ляма взял Идриль. И все, да, по-моему, да, больше никого особо не менял. Ставим долинку. Сейчас будет огромный диалог, куча текста, который будет вас бесить и мешать вам там у кристалла расставиться. Но если у вас есть хорошие какие-то легендарки, какой-то хороший боец там по типу того же Вальдерона, вам это не нужно делать. Вы просто босс подошел, вы поставили, Вальдерон сам ее убьет. Ну не суть. Вот, выставляю здесь у нас Вортекс. Дальше мы выставляем камня. Рокс ставим на босса. Рокс, видите, дамажит босса. Посмотрите, поставили, уже 3% он ей снес. Все, теперь что ждем? Поставил автоультимейт, выставляю Изольду, закрываю долинку, чтобы ее не дамажил огонь. Все, закрываю все это не Сандеей, там все хилятся, живут, все нормально. Очень, видите, дико бесит вот эта вот вся табличка. Я долинку сейчас планирую убрать. Да, видите, не могу ее убрать, потому что мне мешает. Да, убираю долинку, выставляю здесь Кайнана. Рокс, в принципе, сам там справляется. Также поставим еще одного хила, ну просто чтобы Вортекс не скис и камушек не скис. Посмотрите, сам себе режиссер, сам себе дамажит, там Кайнан разбирается. Ну, мы просто убиваем босса. Дальше у нас уже вылетают вот эти вот все летуны.
Это нам тоже не сильно так страшно. Я ставлю Элизу. Элиза справляется. Выставляю Идрильку, чтобы помогла Роксу убить босса. Вы можете сразу кому-то Рокса поставить, и все будет отлично. То есть, видите, вот у меня одна летучка пролетела. Ничего страшного, потому что мы уже убили босса. Все, здесь, в принципе, все закончилось. Ждем, сейчас босс появится второй раз. Расставляемся снова. Здесь уже нам не нужно выставлять Рокса, потому что Рокс тут не будет дотягиваться. Я ставлю Кайнана, закрываю это Лиамом и сейчас кидаем хила в виде Вортекса. Дальше я поставлю долинку, чтобы расставиться по монеткам, да, потому что у нас здесь босс потом будет призывать мобов. Здесь босс фокусит последнего выставленного героя, видите, выставил долинку, он в нее стреляет. Выставил Идрильку, и босс стреляет в Идрильку. Все, в принципе, дамаг идет. Сейчас мы будем ставить камня здесь, да. Потом закроем его также хилом. И здесь, видите, я ставил плиточку, как раз таки вот эту нижнюю, чтобы поставить сюда стрелка. Потому что сейчас, в принципе, никаких проблем, выходят наземные юниты, но потом босс будет призывать летающих юнитов, и вот тут вот могут быть проблемы. Все, видите, я убираю долинку, снова мне мешает эта штука. Я выставляю Изольду, суперспособности применения мешает. 30% остается. Важная особенность того, что если вы даже убьете босса, вам нужно убить всех мобов, которых он призвал, если он их призвал. Ну и все, видите, Лиам с Идрилькой дамажат. В принципе, никаких проблем с этим нету. И мы уже в шаге, чтобы открыть бесконечный этап, где мы с вами будем зарабатывать очки и лутать наградки единоразовые. Все, вроде бы, видите, вот босса сейчас убиваю. И босс погибает, но надо всех мобов убить. Все, я тут чисто ультанул просто, чтобы ультануть. Все, у нас там где-то один моб пролетел, ничего страшного. И как бы все, мы прошли с вами основные этапы, и у нас откроется босс. Итак, земляне, вот оно само испытание, мать греха. Вот у нас какая карта. Здесь у нас есть, видите, испытание А3. Тут у нас вот первородный грех и пророк Изабель. По поводу навыков ничего особо сейчас объяснять не буду, потому что покажу свою проходку именно для тех, у кого есть коллекция. А уже на новичке я постараюсь пройти какой-то этап, я не знаю, какой я осилю, и я уже расскажу, как закрывать более бюджетно, потому что если закрывать кошмар на самые максимальные награды, нам нужно 70 тысяч очков. Давайте покажу, какие метки я выбирал. То есть мы выбираем, уменьшаем размер команды на 4, потому что вообще в целом 4 героя я использую для закрытия данного данжа. Снижает восстановление стоимости на 40%. Ну, на самом деле это так, бьет по карману, но не то чтобы сильно. ОЗ ни в коем случае боссу мы не повышаем. Дальше повышаем сопротивление эффектам контроля монстров. Вообще, потому что мы монстров особо трогать не будем. Ни в коем случае не ставьте, снижает получаемый урон наземных монстров. Потому что босс тоже является наземным боссом, хоть она и летает. И вот эти 50% вам очень сильно усложнят задачу в убийстве босса. Ни в коем случае не выбирать. Дальше. Все монстры, не являющиеся боссами, медленно восстанавливают УЗ, находясь в пепельных ветрах волей Фрита. Правильно, мы мобов бить не будем, нам вообще пофиг. Парные бури Изабель теперь призывают один дополнительный циклон. Вот здесь вот из-за этого у меня на проходке умрет Сайлас, но тем не менее, если Сайласа поставить где-то на отшибе, ничего страшного. Либо дождаться, пока в Макаку прилетит вот этот вот парная буря с циклоном, и после этого выставлять Сайласа. Ну и также атаки всех монстров накладывают эффект снижения защиты, который может складываться. Это мы тоже ставим, потому что нам на мобов пофиг. Итак, сетап у меня такой. Здесь у меня будут странники через Лили и плюсом стражи через Лаю и Суню-куна. Суню-кун плюс Дяо-чань, смесь гремучая. Если у вас есть 5-й Суню-кун, вам эта проходка пригодится. Сайлоса можем менять на любого хорошего дамагера. Я просто взял Сайлоса, потому что он сейчас типа менее популярен, потому что у нас огромная куча крутых дамагеров, тот же Гуши и так далее. Если у вас есть они, можете поставить. Йовар не обязательно, можете взять в лидерку Арачи, нам тут вообще пофиг. У нас здесь самая важная боевая единица, это сам Суню-кун. Какая концепция выставления? Если у вас достаточно заряженный Суню-кун, как у меня, вы можете просто одним Суню-куном под Дяо-чань, вот посмотрите, я сейчас выставил Суню-куна, поставил Дяо-чань, не выставляю вообще никого больше, решил посмотреть, какой урон будет.
Видите, я ее не перевожу в стойку дамага, и я сейчас просто запинаю одним макакой босса. Если вы возьмете вот ту метку, которую я говорил, что 50% снижения урона по мобам, которые напольные, да, то вы так с боссом не получится у вас сделать. Видите, я ультую, все, бах-бах, никого не ставлю, нам монетки нужны. И все, прошли. Следующий босс появляется. После этого мы также будем выставлять первым макаку, закрывать его лилишкой обязательно, потому что здесь уже не получится, Дяочань так не выдержит. Видите, у нас есть монетки, мы выставляем сразу же и Дяочань, и всех, и вся, и хорошо. То есть меняю, видите, стойку ее на дамажную, так как лилишка ее покрывает и покрывает Суню-куна. Сейчас вот у нас будет доступна ультимативная способность, ультуем. Важная особенность еще плюсом, так как у него первая пробуда, видите, почему-то он ни на кого не захотел накладывать, ну, минимум, да, он пятая пробуда, он ни на кого не захотел накладывать неуяз, поэтому у меня Сайлас умер. Но важно в такой проходке, важно босса убить, чтобы он никого не призвал. Потому что если босс призовет мобов, вам придется убивать мобов, а у вас нечем. Потому что у меня Йовар тут раздетый, здесь макака стоит вот где, и нам придется две линии вот тут крыть. Как это делать? Кто его знает. Поэтому важно убить босса до всего этого. То есть желательно выставиться Сайлосом, потом ультануть макакой, ну вообще любым каким-то вашим дамагером. И только тогда у вас получится пробить босса, чтобы у вас не умер, вот как у меня Сайлос. Потому что до этого я проходил без записи, без этого. У меня Сайлос не умер, потому что босс влупила тычку в кого-то другого. Как вы видите, 75 тысяч очков нам достаточно. Плюсом вот сейчас выйду из записи. Вы можете посмотреть, если я уберу вот этот вот парные бури Изабель, мы можем убрать. У нас даже и так хватает, чтобы забрать все награды, потому что нам нужно 70 тысяч. Поэтому берите вот такие вот аффиксы. Если у вас есть Суню-кун, можете это дамажить Суню-куном. Если Сунь-у-куна нету, то надо будет что-нибудь еще найти. Опять же говорю, это не последний видос по данному испытанию, поэтому вот пока что вам такая вот проходка, которой воспользовался я. Итак, вот такая вот проходка первой главы Матери Греха. Через 6 дней у нас откроется еще одна глава, там где мы будем уже сражаться с Кайнаном вместо Изабель. Поэтому пока что отдыхаем. Надеюсь, данная проходка вам помогла. Дайте знать в комментариях, докуда вы прошли, кем вообще проходили, как вам вообще в целом босс и какое испытание вы закрыли. Если кошмар, то какие аффиксы вы выбирали. Также плюс советуйте зрителям в комментариях, тоже будут смотреть, в любом случае читают и прислушиваются. Не забывай поставить лайк видосу, подписаться на канал, если ты этого еще не сделал, и поделиться данным видео с друзьями и сокланами. Пусть также проходят, забирают, лутают наградки, забирают люминит и делают в кузнице Асхора свою шмотку мечты. В описании есть ссылка на мой телеграм-канал, подписывайся и туда, там все самые свежие новости. В скором времени стартуем розыгрыш в честь 4000 подписчиков, ждем и тебя. Ну а меня зовут Планета, и не забывайте играть в Watcher of Realms красиво. Увидимся, когда увидимся. Пока-пока.